Всем привет! Сегодня хочу показать вам еще один эксперимент и еще один способ, используя который можно реализовать такие поверхности, как текстура камня или текстура скалы. Как обычно я начну, а в процессе расскажу все детали проделанной работы. Предварительно на стене я набросал вектор, по которому я буду выстраивать свою композицию. Это поможет мне сформировать более точный рисунок. В качестве основных материалов я буду использовать обычную линейку строительных материалов, доступные каждому не только по наличию, но и по себестоимости. Подготовим материал, который мы будем использовать для набора объема. Я использую пеноплекс, но можно использовать и плотный пенопласт. Просто использовать этот материал мне нравится больше. С ним удобно работать, легко режется и не крошится. Для начала я нарежу полистирол на небольшие детали, из которых позже мы будем формировать композицию и набирать необходимый объем. Набирать полистирол я буду в два слоя. Используя листы толщиной в 2,5 см, я получу объем до 5-6 см. Больше мне не требуется, но при желании объем можно набирать абсолютно любой. В качестве основного клеевого состава я буду использовать обычную строительную пену. Наносим, приклеиваем. Для того, чтобы наш полистирол не сползал со стены, пока пена не высохнет, прокручиваю саморезами. Следующим этапом я буду использовать кварцевый грунт, но в качестве более доступного материала можно использовать бетоноконтакт, тоже имеет место быть. Хорошенько загрунтуем всю площадь, это придаст нам хорошее сцепление и увеличит адгезию.
Для того, чтобы придать дополнительную прочность и связать нашу конструкцию в одно целое, я буду использовать обыкновенную металлическую штрек-сетку. Обычно делаю без сетки, но в этот раз хочу попробовать и придать дополнительную прочность конструкции. Прикручивать я буду на саморезы, так как на стене у меня достаточно толстый слой штукатурки, саморезы держат очень неплохо. Но позже всю конструкцию я посажу на дюбеля. Так как позже я буду наносить штукатурку, заполняю пустоты монтажной пеной для того, чтобы уменьшить расход материала. Следующим этапом приготовим наш базовый материал. Я буду использовать обыкновенный плиточный клей. Плиточный клей можно использовать абсолютно любой, белый или серый, в принципе любого производителя. Необходимые характеристики читайте на упаковке. Для того, чтобы плиточный клей сделать прочнее, я буду добавлять в него микрофибру. Микрофибра – это мелкие волоски из стеклоткани, они очень хорошо связывают основу, и конструкция становится очень прочная и ни в коем случае не потрескается. Заводим состав до нужной консистенции. Консистенцию подбирайте под себя, в зависимости от того, каким составом вам удобнее работать и набирать массу. Наносить материал я буду в два слоя. Первый слой я использую для запечатывания и придания жесткости нашей конструкции. На самом деле эта техника по сути обыкновенный барельеф, только вместо создания сюжетной композиции мы имитируем природную текстуру. В отличие от гипсовых штукатурок, материалы на цементной основе можно наносить, не дожидаясь полного высыхания, так как чем больше из материала не выходит влага, тем материал становится прочнее. И это очень удобно, когда хочется сделать работу в короткие сроки. Запечатываем первый слой и дадим ему схватиться, оставим все на ночь. На следующий день я начал наносить второй слой. Второй слой будет более художественный. На уже окрашенную поверхность мы наносим плиточный клей, но в этот раз без микрофибры. Если в финишный слой добавить микрофибру, то на поверхности могут появиться волоски стекловолокна, поэтому второй слой я буду делать чистым плиточным клеем.
Что самое интересное, у этой техники практически нет ограничений. Вылепливать и формировать рисунок можно практически любой. Есть еще один способ формирования рисунка скалы, когда требуются острые колотые грани. Для этого нужно будет сделать материал более густым, и когда он начнет схватываться, его можно крошить и резать, но об этом мы поговорим в следующий раз. В принципе, тут тоже ничего сложного. Наносим материал и мокрым валиком придаем текстуру. Думаю, на видео все будет достаточно видно. Что касается трещин, трещины придают скале дополнительный эффект. Я не буду использовать их слишком много, не люблю перегруженную композицию, хотя тут дело скорее во вкусе. Так что отталкивайтесь от своих вкусовых предпочтений. Продавливаем плиточный клей шпателем, задаем вектор. И если пригладить влажным валиком, получается очень интересный эффект. В этой работе трещины я буду делать таким способом. Запечатываем всю поверхность, формируем рисунок, добавляем трещины по вкусу, и в принципе основная работа на этом закончена. Теперь оставим нашу скалу на пару дней, дадим материалу хорошенько просохнуть, так как перед покраской нам необходимо, чтобы вся влага вышла. Следующим этапом, после того, как наша скала просохла, приступим к подготовке перед покраской. Для того, чтобы скала тактильно была приятная на ощупь, я возьму 40-ую наждачную бумагу и хорошенько пройдусь по всей поверхности. Это уберет все излишки и сделает поверхность тактильно приятную. Как видите, все получилось очень прочно и крепко.
Используя полистирол, мы уменьшили расход материала и вес нашей работы. Я считаю, что запас прочности для использования такого типа работ в интерьерах более чем достаточный. И, конечно же, используя линейку на базе микроцемента, такие поверхности можно использовать во влажных помещениях, и они не боятся прямого попадания воды. Следующим этапом перед покраской мне необходимо загрунтовать нашу скалу. Грунт я сразу заколерую в нужный мне цвет, для создания подложки и в качестве основного заполняющего цвета. Затем, тщательно, не оставляя пропусков, загрунтую всю поверхность. Хотя этот этап больше похож на предварительную окраску. Еще один очень важный момент. Способов окраски таких текстур очень много. Скорее всего, дело будет ограничиваться только вашим воображением. Цвет и линейка декоративных покрытий, которые можно использовать в качестве финишного слоя, не имеет ограничений. Ранее я показывал вам некоторые из этих способов, так что если будет интересно, посмотрите предыдущие видео. Теперь приступим к нашему финальному слою. Я буду использовать обыкновенный акриловый лак. Добавим в него нужного нам колера для придания глубины и для того, чтобы подчеркнуть и проявить основную текстуру. Количество красителя может быть разным, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. То же самое касается и цветовой гаммы и количества слоев. Принцип такой окраски напоминает классическое нанесение патины. Мы наносим материал на поверхность и влажной губкой или тряпкой удаляем излишки с выпуклых мест, сгоняя основной краситель в углубление. Такая техника хорошо подчеркивает и проявляет любую текстуру. Наносим лак и пока он свежий, проделываем эту процедуру. Таким образом заполняем всю площадь. Если лак получился слишком прозрачный, нам необходимо либо добавить в него краситель, либо покрыть поверхность на 2 слоя для получения более ровной и однородной поверхности.
Естественно, если такой эффект требуется. Ну вот, пожалуй, и все. Дадим лаку хорошенько высохнуть, и текстура готова. Я показал вам один из способов. На мой взгляд, один из самых простых и доступных. Работа выполнена строго по дизайн-проекту, и в данном интерьере требовалась именно такая текстура. Но используя эту технику, можно создавать любые объемные изделия. То же самое касается создания любых видов текстур скалы в интерьере.
Отличия будут лишь в покраске и формировании основной формы. Берите на вооружение и пользуйтесь, а я же продолжу делиться своими экспериментами, очень надеюсь, что эта информация будет вам полезна и поможет вам в реализации ваших идей. А на этом у меня все, увидимся, пока-пока!